От пациента остеохондроз, боли в спине начались боли в 2019 году. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 17 лет, дата исследования 10 июля 2023 года, область исследования грудной отдел позвоночника, грудной кифоз сглажен, дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено, тело позвонков в зоне сканирования минимально изменены. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры, межпозвонковые суставы не изменены, суставные щели интактны. Структура тел позвонков однородна. Признаков сужения высоты и признаки дигидротоцеи межпозвонковых дисков не выявлено. В зоне сканирования спинной мозг обычных размеров, структура его однородна. Межпозвонковые диски грудного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе сзади TH7, TH8, дорсальная левосторонняя парамедианная 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне ММ. В остальных сегментах межпозвонковый диск не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала не компримирован. Задняя продольная и желтая связка минимально уплотнены. Заключение МР: картина минимальных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, протрузии межпозвонкового диска TH7-TH8. Рекомендована консультация невролога. 18 сентября 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: есть минимальные проявления дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника, между 7 и 8 грудными позвонками сформирована протрузия. По сути, это небольшая грыжа. Она нарушает нормальный ток ликвора и может давать боли. Вам нужна консультация невролога.